Привет, любимые подписчики! Как вы знаете, я очень сильно опоздал со съемкой первых роликов по Аркейну. С релиза первых эпизодов до, собственно, запуска канала прошло полгода, и потому хайп, конечно же, поутих. До сих пор не представляю, как мне так повезло вообще собрать вас вместе, вопреки любой контентной логике. Но с тех самых пор я сладостно предвкушал период, когда Riot наконец начнет тизерить новый сезон, а мы с вами сможем, окей, голодные гиены, вгрызаться в каждый кадр и каждый трейлер, пытаясь докопаться до правды. И вот этот момент настал. 11 июня мы получили тизер, который, честно говоря, больше похож на полноценный трейлер. Давайте же скорее обгладывать его косточки и строить теории. Скорее, но все-таки не так быстро. Сначала, как у меня обычно бывает, небольшое лирическое отступление, важное для понимания сути дела. Смотря этот ролик, вы должны держать в уме одну мысль. Скорее всего, почти наверняка, тизер так или иначе вводит нас в заблуждение. Riot уже продемонстрировала, что блестяще владеет этим искусством. Рекомендую попробовать пересмотреть финальный трейлер первого сезона глазами новичка, и вы обнаружите, что он рассказывает совершенно другую историю, нежели финальный продукт. Кадры и реплики смонтированы таким образом, что зритель остается уверенным, будто получит семейное кино о том, как две сестры при поддержке Кейтлин будут злодея Силка свергать. Предельно уверен, что в случае с тизером второго сезона нас ждет плюс-минус похожий трюк. В этом ролике я сознательно позволю себе попасть в эту ловушку и порассуждаю о каждой показанной сцене именно на основе увиденного. Однако мои более глобальные прогнозы по второму сезону аж на 1,5 часа можно увидеть в более старом ролике. Там я разбирал истории всех ключевых персонажей, и потому очень многие мысли из этого видео лучше раскрываются там. Надеюсь, забайтил вас на просмотр. Если решитесь, картина для вас сложится гораздо более полной. Я обещаю. Ну, а еще на телегу, конечно, подписывайтесь. Ну а теперь действительно к делу. Тизер идет 1,5 минуты, а значит, у нас с вами есть уникальная возможность сделать то, о чем я всегда мечтал, и рассмотреть Сапж буквально покадрово, а в конце уже прикинуть, что и к чему. Это, очень непривычный для меня формат ролика. Обычно я пилю контент днями и неделями, а тут пытаюсь уложиться в одну ночь без сна после рабочего дня. Поэтому прошу, будьте снисходительны. Если я что-то упущу, значит в 5 утра ментальные силы меня окончательно покинули. Лучше поделитесь своими наблюдениями в комментариях. Тизер открывается сценой с энфорсерами, в уже знакомой нам по первому сезону «Красной дымке». Такую же можно было увидеть в первом эпизоде в сценах, демонстрирующих нам последствия неудавшегося восстания, возглавляемого дуэтом Силка и Вандера. В кадрах из нового тизера, очевидно, тоже что-то случилось. Трупов в кадре нет, но мы видим лежащие на земле обломки зданий, витающую в воздухе пыль и энфорсеров, которые с трудом перебираются по завалам. Учитывая, что это буквально первые по хронологии кадры, которые мы увидели после концовки сериала, высок соблазн поспекулировать и сказать, что мы видим как раз последствия взрыва ракеты в Совете. Здание развалилось, службы правопорядка ищут выживших и пытаются разобраться, что же тут произошло. Таким образом, можно было бы запараллелить 2 сезона, начав новый с таких же по визуальной эстетике кадров, которые еще и по смыслу хорошо рифмуются. Что кровавое восстание, что выстрел из ракетницы, конечно, рушат любые шансы городов на взаимовыгодное сотрудничество. Однако я хочу еще обратить внимание вот на эту металлическую структуру. Она очень сильно напоминает мне элементы дизайна злополучного моста между Зауном и Пилтовером, на котором случилось и побоище Вандера, и смерть родителей Вай, и схватка Эко и Джинкс, и рвотные излияния Джейса, в общем, много ключевых для франшизы событий. Логично предположить, что для создателей мост несет в себе определенный символизм, становясь как бы точкой соприкосновения двух враждующих систем. И в этом разрезе абсолютно понятным выглядит решение во втором сезоне продолжить эту линию и вновь устроить какую-то суету именно в этой локации. Может, здесь состоится вооруженное столкновение между армиями Зауна и Пилтовера. А может, Джинкс просто взорвет его. Потому что может. И, к слову, мы можем уверенно констатировать, что за время, которое прошло с момента восстания Вандера до событий первого сезона, обмундирование энфорсеров не изменилось буквально ни на йоту. А значит, чисто в теории, на наших экранах здесь может быть и вовсе флешбэк в бородатые времена. Как-никак нам обещали получше раскрыть конфликт Силка и Вандера, который зародился как раз на почве восстания. В таком случае красная дымка будет буквально той самой дымкой из первого сезона, а тизер нас с вами просто забайтил. Вторая сцена гораздо более однозначна. Это уже точно здание Совета, после того, как в него прилетела ракета Джинкс. Голос матери Мел, Амбесы, сообщает зрителю: Your council is dead. Прежде всего хочу отметить, что мы не знаем точно обстоятельства разговора и человека, к которому обращены эти слова. Но мне в глаза, а вернее, получается в уши, бросается, что глава клана Медарда, судя по интонации, не рыдает и не пылает яростью. Хотя, наверное, должна была бы, если бы Джинкс действительно убила Мел. Все-таки о смерти своего сына Амбеса говорила со слышимым сожалением. Your brother's gone.
Темнокожая советница не появляется ни в одном из кадров тизера, поэтому в сети уже активно разгоняется паника на тему ее смерти. Однако я по-прежнему предельно уверен, что это лишь манипуляция. И в своей оценке произошедшего Амбеса несколько преувеличивает проблему. Мертв, конечно, не сам совет в полном составе, а его авторитет среди граждан и состоятельность как руководящей структуры. Впрочем, очевидно, жертвы у взрыва все-таки есть. Предполагаю, что ими станут всякие сильно второстепенные персонажи, имена которых среднестатистический зритель даже не назовет, а также Кассандра, мать Кейтлин, разрушенный стол которой нам и показывают в трейлере. Правая его часть сильно пострадала от взрыва, но обратите внимание на левую, сохранившуюся часть столешницы. Это явно крайнее место, рядом с которым и был проход в центр зала. Как мы видим в 9-м эпизоде, именно здесь и сидела старшая Кираман. Не хочу хвалиться, но буду. Этот сюжетный мув я предсказал в предыдущем аркейновском ролике и объяснил, почему он идеально сработает для развития сюжета. Здесь, с вашего позволения, повторяться не буду, но всем, кто заинтересовался, рекомендую посмотреть. Довольно очевидно, что слова Амбесы про смерть Совета будут сказаны под какой-то иной видеоряд. Но сути дела это, мне кажется, не меняет. Роль главной Медарды во 2-м сезоне ожидаемо вырастет после довольно филлерных сцен в 1-м. И теперь именно она будет отвечать за эскалацию конфликта со стороны Пилтовера. Сразу за этой фразой у нее должна последовать другая. Что-то вроде «время для переговоров закончилось», либо «удар наносишь ты, Джейс», либо его нанесут они. Ну и поехали воевать. Другой кадр из тизера нам еще покажет воинственную армию Амбесы. Тогда к теме, думаю, и вернемся. 3-я сцена. Здесь мы имеем удовольствие наблюдать ноги Вай, которыми она перешагивает через тела химтековых суперсолдат. Точно таким же она успела порядочно напихать еще в 1-м сезоне. Те же клинки, те же склянки и сомнений никаких. Поэтому тут даже не похайпит, что девочка стала сильнее и, как герой Сёнэна, теперь раскидывает тех, кто когда-то доставлял ей проблемы. Сцена вообще довольно филлерная и лишь напоминает нам, что да, между Пилтовером и Зауном развязалась полномасштабная война, в центре которой поневоле оказались потеряны наши главные герои. Я, честно говоря, с подозрением смотрю вот на эту склейку. Не нравится мне, как друг друга сменяют два средних плана. Возможно, здесь создатели от нас скрывают какой-то важный по смыслу кадр. Впрочем, в текущей конфигурации сцена выглядит так, будто шиммеровые наркоши влетели в конференц-зал Пилтовера. Тот самый, где когда-то Джейс запускал фейерверки. И там благополучно огребли от местных энфорсеров и, кажется, самой Вай, которая теперь вся из себя такая ходит и переживает, мол, что же с нами стало, как же мы до этого дошли. Сомнения в собственных действиях на лице Вай написаны довольно отчетливо, и, кажется, для нее это будет лейтмотив вообще всего сезона. Унылое выражение лица сопровождает ее буквально во всех показанных кадрах. В следующей сцене мы видим собирающуюся на войну Амбесу и ее неожиданно вычурное боевое облачение. Неожиданно оно сразу по нескольким причинам, и здесь будьте осторожны, можно вообще утонуть в интерпретациях. Для начала отметим, что Медарда из Ноксуса, воинственного региона, у которого, помимо всего прочего, есть свои вполне узнаваемые цвета – черный, серый и красный. Золота в палитре Ноксуса нет, ни на артах с официального сайта, ни в дизайне ноксианских карт в Legends of Frontera, вообще нигде. Кто-то скажет, что Аркейн просто эстетики решил накатить, но нет. Позже мы увидим ноксианских солдат в абсолютно характерных цветах. Мне кажется, очень интересным, что глава одного из наиболее могущественных кланов Ноксуса вдруг нарушила местные традиции. Что это может означать? Во-первых, это может намекать, что генеалогия клана Медарда еще сложнее, чем нам казалось в первом сезоне. Там нам сначала представили абсолютно пилтоверскую Мел, которая затем оказалась дочерью ноксианской воительницы. Но теперь мы можем предположить, что корни рода уходят уже в 3-й регион Рунтеры, пустынную Шуриму, которой как раз таки свойственна любовь к позолоте. Сейчас эта страна в упадке, и нет ничего удивительного, что семья Медарда давно покинула эти земли и прочно обосновалась в Ноксусе. Но почему бы главе клана не почитать своих предков, используя родные цвета в обмундировании? Если все действительно обстоит так, то фанатская теория о причастности Мел к культу Солари станет еще более реалистичной. Гора Таргон, которую защищают эти воины Солнца, как раз находится неподалеку от Шуримы, и тогда, возможно, именно почитаемое девушкой божество, явив себя в виде вот этой золотой вспышки, и спасет Мел от смерти при попадании ракеты в Совет. Впрочем, интерпретировать золотую маску можно и иначе. Быть может, это знак уважения Амбесы по отношению к пострадавшей во время теракта дочери. В финале первого сезона последняя отрекается от семейных традиций, снимает кольцо с фамильным крестом и заливает золотой краской пейзаж с Ноксианским флотом, решая больше не прозябать в тени великих родственников и прокладывать собственный путь в мирное будущее. Если теперь девушка окажется при смерти, то отлить в честь нее боевую маску из золота было бы вполне в духе Амбесы. С одной стороны, это вполне себе знак уважения к дочери, но с другой,
Может даже неосознанная, но насмешка над ее мирными устремлениями. А еще, кстати, Пилтовер тоже не брезгует золотом. Мы чуть дальше по тизеру увидим очень золотую винтовку у Кейтлин. Может, Амбесса просто к местной культуре приобщилась. А дальше из тучи выплывает дирижабль Джинкс. Да ладно. Красный цветокор немного путает, но в целом мы явно видим характерные для синеволосой девочки узоры. Кажется, это буквально огромная летающая акула. А значит, в том, кто же сидит за штурвалом, сомневаться почти не приходится. Поверить не могу, что это правда случилось. Еще в самом первом эпизоде сериала маленькая Паудер обещала, что однажды прокатится на дирижабле. И вот это ружье, про которое все давно забыли, действительно выстрелило. Напомню, что в другом тизере первого сезона мы можем услышать диалог Кейтлин и Вай, которые обсуждают, что кто-то из них должен отправиться к Джинкс. Откуда взялось такое искусственное ограничение, тогда было не очень понятно. Что это за пещеру такую нашла себе Джинкс и почему в нее может войти только один преследователь. Но согласитесь, если речь идет про парящую в небе машину смерти, картина несколько проясняется. Тут младшая сестра уже сама может диктовать условия, сея панику среди горожан и требуя, чтобы к ней на дуэль пришла конкретная девушка. Отметим здесь знакомый нам заунский наряд Вай. Позже она сменит его на броню Энфорсера, а значит запуск дирижабля состоится в начале сезона, до вот этой вот трансформации старшей сестры. Про кадр с войском Ноксуса мы уже поговорили выше, тут просто давайте зафиксируем, что да, Амбесса действительно привезла своих людей для поддержки Пилтовера. За спинами серо-красной братвы мы видим старых добрых Энфорсеров. В первом сезоне казалось, что у верхнего города и так нет особых проблем с огневой мощью. Солдаты и Джейс с Вай вполне успешно совершили налет на завод Силка, раскидав по полу местных мутантов. С бойцами Ноксуса город выглядит еще более грозной силой, и не совсем понятно, хватит ли одного только Шиммера для полноценного противостояния им. Следующая сцена – одна из наиболее важных во всем тизере. Совет, как нам вначале уже сказала Амбесса, мертв. И на его руинах закономерно должна развернуться краткосрочная, но такая важная борьба за власть. Кто поведет Пилтовер на войну под руку с Джейсом? Судя по фразе, которую мы слышим, это будет как раз Амбесса. По крайней мере, в этой сцене она явно в рамках внутрисистемной иерархии оказывается выше Кейтлин, и с барского плеча сыплет обещаниями восстановить справедливость. Забавно, что в английской озвучке авторы попытались сохранить интригу, но вот немецкая версия трейлера этого же тизера открыто спойлерит нам смерть Кассандры. Конечно, это все тоже может быть обманкой. Фраза Амбессы может быть вырезана из другой сцены и обращена буквально к кому угодно. Может, у какого пилтоверского инфорсера родня при атаке Зауна погибла, кто знает. Но я продолжаю всецело верить, что Кейтлин должна потерять мать, чтобы выйти на тропу войны против Джинкс. Этого просто требует арка героини. На фоне же мы видим ранее показанного нам персонажа, который будет состоять в Suicide Squad Кейтлин. Мне он не нравится, но конструктивной информации тут у меня для вас, боюсь, нет. На смену отданной зауницкому лекарю винтовки придет новомодное хикстековое ружо. Оно упоминается в рассказах о Кейтлин с официального сайта, но вот конкретный баф от вставленного в пушку Джемстоуна внятно никто не объясняет. В этом плане у сериала руки развязаны. По лору новая винтовка может стрелять разными типами боеприпасов, и это во втором сезоне свою роль явно сыграет. Дальше по тизеру мы увидим довольно необычный снаряд. Другая особенность оружия – простота кастомизации. Судя по всему, Кейтлин может по-разному настраивать, а то и вообще пересобирать его из разных элементов. Перчатки Вай видимых изменений не претерпели. Теперь сцена, которая вызвала очень много споров в комьюнити. Мы видим Вай в ее новом облике пилтоверской девочки, предавшей свои зауницкие корни. Для тех, кто хоть немного погрузился в лор League of Legends, а не только Аркейна, такая трансформация сюрпризом, конечно, не стала. На момент событий игры Вай верная напарница Кейтлин в борьбе с преступниками верхнего города. И потому интрига второго сезона, конечно, не в конечной точке пути для девушки, а в том, как она это воспримет, как придет к этому. Когда нам в первый раз показали новый костюм Вай несколько дней назад, я немного опешил. Подумал, что очень уж неестественно и невыигрышно на ней смотрится синяя форма инфорсера. Тогда я сразу же придумал себе в голове красивую синюю занавеску, что дизайн создан таким не случайно, что он символизирует внутреннее метание Вай, тот факт, что ей до жути некомфортно и неуютно в этих цветах, и потому она так неловко выглядит в новой форме.
Но вот вышел новый тизер, и занавеску я благополучно сорвал, потому что, мне кажется, Vi в новой форме очень даже хороша. Цвета по-прежнему как-то сбивают с толку, но это, думаю, дело привычки. А вот все эти элементы брони, мощные плечи ей очень даже идут. Ну, а пылающий внутренний конфликт без труда считывается и по вечно сомневающемуся лицу. Но есть в этом облике и неожиданный момент. Неожиданный даже для лороведов. Это значок на поясе. Если я ничего не упустил, в первом сезоне такие носили только 2 персонажа. Сначала Грейсон, а затем Маркус, когда занял место первой. Каноны трещат по швам. Неужели Vi не просто присоединилась к Пилтоверу, а полноценно возглавила службу энфорсеров? Это противоречит истории из Лиги Легенд, там главной считается Кейтлин. Но еще больше, это противоречит логике и здравому смыслу. На момент событий первого сезона Vi — это отброс из Зауна, который, да, помог разгромить завод Силка, но после этого уже успел поругаться с Джейсом. И теперь де-факто имеет только одного покровителя — саму Кейтлин. Если ей этого хватило, чтобы мгновенно дослужиться до статуса начальницы всей службы энфорсеров, ей нужно скорее начинать продавать свой коучинг в социальных сетях, а не вот это вот все. Можно, конечно, возразить, что значок будто бы стал меньше, чем у Маркуса, а потому может ничего и не значить, но, кажется, в рамках вселенной значки отличаются в первую очередь по цвету. Кейтлин в первом сезоне тыкала в Маркуса таким же по форме бейджем, но серебряным. У Vi же, очевидно, золотой вариант. Если заняться ментальной эквилибристикой, можно какую-то историю здесь все-таки нарисовать. Может, Кейтлин, утопленная в горе, откажется от значка и передаст его Vi. Может, Джейс вспомнит, насколько та хороша в бою и примет довольно идиотское для лидера решение за это наделить Vi неожиданной властью. Может, произошел какой-то неловкий таймскип. Мне одинаково не симпатичны все эти варианты, и потому я, признаться, в растерянности, что тут вообще происходит. А вот и тот самый воздушный десант зауницких хемтековых суперменов, который вскоре падет от рук энфорсеров. Почти наверняка эта сцена происходит до событий, которые мы видели в начале тизера. Ну, там, где обсуждали ножки Vi на фоне трупов, вы помните. С высоты птичьего полета нам вид на конференц-зал раньше не показывали, но по внутреннему убранству локация довольно легко определяется. По-видимому, это одно из самых ранних нападений Зауна на верхний город. Мы можем почти с уверенностью утверждать это, поскольку а. Атакующие, кажется, безыдейно огребли, б. Vi будет рассматривать их трупы, будучи одетой в свой зауницкий наряд, и в. Кейтлин здесь выглядит испуганной и абсолютно невинной. В будущем взгляд девушки очень заметно ужесточится, а на губе будет хорошо видимый шрамик. Благодаря опубликованному ранее кадру мы даже можем предположить момент, когда именно она получит его. Похоже, что это случится во время схватки Vi с Джинкс. Это не тот же прицельный выстрел, что в конце тизера. В ролике Кейтлин по-прежнему носит берет, а на скриншоте уже с растрепанными волосами и как раз с подбитой губой. Но вот на фоне тут мы можем разглядеть украшенную характерными рисунками колонну. Она выглядит тоньше тех, что показаны в трейлере, но в целом по форме они довольно похожи. Наверное, вопрос перспективы. Дальше Кейтлин получает свой красивый беретик и принимает на себя командование ударной группой энфорсеров, которые отправятся в Заун для решения 3 оперативных задач: поимки Джинкс, приостановки производства Шиммера и устранения всех сочувствующих режиму Силка. Личику девушки по-прежнему не достает шрама, а потому предположу, что этот мув как раз таки и станет ответом на показанную в предыдущей сцене атаку. А в рамках нее партнерши и вынуждены будут сразиться с Джинкс. По-прежнему жду подвохов и хитрого монтажа, но тут склонен все-таки расслабиться и поверить, что нам действительно показывают ту самую ударную группу энфорсеров, которая заходит в Заун. Локация вообще за счет красного света и построения кадра напоминает тюрьму, из которой Кейтлин в 4 сезоне вытащила Vi. Но я проверил и, кажется, нет, есть различия. На складе и на заводе Силка таких дверей я тоже обнаружить не смог. Возможно, это и правда какая-то новая локация. Постеры на стенах говорят нам, что Джинкс наконец-то вышла из тени и официально стала врагом Пилтовера номер 1. Теперь о ней знают все горожане. Теперь за ней официально объявлена охота. Думаю, героиня этих плакатов от такого положения дел вполне счастлива. Выражение лица девочки непривычно криповое, но это и логично. В таких целях странно было бы рисовать ее миловидной. Все-таки элемент пропаганды в подобных постерах, вероятно, тоже должен быть. Может, буквально Кейтлин художнику надиктовывала. А может, испуганная последней встречей Vi. Именно эти двое были последними, кто видел ее живьем. И на фоне этого довольно странно видеть на постере обычный цвет глаз у Джинкс. Все-таки и Vi, и Кейт должны были запомнить, что радужки у их противницы теперь светятся розовым. Теперь надо проговорить следующее. Я сомневаюсь, что авторы Аркейна решатся на такой дешевый трюк. Но, глядя на эту сцену со взрывом гранат, я просто не могу отделаться от ощущения, что это не может быть правдой. Что это какой-то ночной кошмар Vi. Слишком уж сюрреалистично все это выглядит. Странная темная локация без осязаемых границ. Огромные колонны с рисунками сестры о минувших мирных днях.
Неуместные слоумо и гранаты, которые готовятся взорваться очень близко к ней. Есть же ощущение, что в момент взрыва она должна вскрикнуть, открыть глаза и обнаружить, что ей пора по-настоящему выдвигаться на дело. Впрочем, эту же самую локацию мы потом увидим в концовке тизера, так что, скорее всего, все реально. Придется объяснять, как героине справиться с этой оказией. Может, гранаты не сработают, а может, Вайп просто настолько tough girl, что переживет взрыв, оказавшись почти в его эпицентре. Визуальные решения на колоннах обсудим уже в концовке, когда их будет лучше видно. А тут давайте просто отметим, что Вай сняла свою энфорсерскую курточку и нацепила на лоб очки покойного Клэггера. В последний раз мы видели их на кукле во время семейного чаепития Джинкс. Такие же очки носит Вай в версии из League of Legends, так что события просто свели к канону. Взрыв гранат в сцене с Вай авторы подменяют взрывом в совсем другой сцене. И это какой-то all-star месиво в Пилтоверском переулке с переплетением героев из самых разных сюжетных линий. На переднем плане мы видим затылок Файрлайта Скара из первого сезона. Вот этого здоровенного парня, который с Эко ходил на вылазки. Слева расположен Энфорсер, который, судя по позе, кого-то бьет. Бородач на заднем плане явно личный телохранитель Амбесы. За головой Скара скрывается неизвестный мне персонаж с повязкой Рэмбо на лбу, а помимо них в кадре есть маленькая фигурка с синими волосами, которая держится за голову. А потом все они взрываются! Кто за кого разобрать невозможно. Телохранитель Амбесы и Энфорсер явно должны быть заодно. У них совместная война с Зауном как-никак. Позицию Файрлайтов нам только предстоит узнать. Учитывая дружбу Эко с Хеймердингером, воздушные скейтбордисты могут вписаться вообще за любую сторону, но вероятнее всего будут гнуть свою линию за мир во всем мире. А остальных мы просто не знаем. Жду не дождусь релиза сериала, чтобы увидеть там этот кадр и сказать: «Да ладно, и вы настолько важную сцену не побоялись показать в первом трейлере?» Персонажей с синими волосами, кстати, нетрудно разглядеть схожесть с Паудер. И эту мысль предлагаю подержать в голове еще пару минут. Мы к ней скоро вернемся. Довольно интригующая сцена в желтых тонах показывает нам арест Синджида. Что именно он натворил, спрашивать глупо. В какой-то мере он вообще повинен во всех бедах сериала. А на фоне голос Кейтлин как раз говорит про Шиммер. Гораздо более интересно разобраться, что это за место. Локация вся в тумане, но чисто из-за теплых тонов и солнечных лучей ее, конечно, хочется отнести к Пилтоверу. Вот только что в верхнем городе делал Синджид, тем более со скальпелем в руке. Помимо всего прочего, этот ученый, похоже, главный во всей Рунтере специалист по возвращению людей с того света. И уж в военное время, да после взрыва-то в Совете, отчаявшихся людей, готовых обратиться за помощью к этому доктору зло, должно поприбавиться. Самый логичный вариант пациента — это Виктор. У них с Синджидом как раз и так связаны сюжетные линии. Предполагаю, что последний придет завершить превращение ученика в киборга-мессию. Но кроме этого, Синджид вполне мог пробраться в Пилтовер, чтобы поэкспериментировать с магическим растением Виктора. В первом сезоне он явно проявлял к этому интерес. Следующая сцена, пожалуй, удивила меня больше всего, ведь Сивика появляется в кадре с пистолетом Джинкс. Безусловно, мы с вами до конца не знаем политические взгляды синеволосой девочки. Так-то, хотя я в это не очень верю, она действительно может по-прежнему оказаться идейной революционеркой и попытаться закончить дело своего приемного отца. Однако, думаю, никто не станет спорить, что каким бы ни было будущее Джинкс, союз с Сивикой до этого момента выглядел одним из наименее вероятных событий в нем. Две героини на дух не переносили друг друга, и единственным связывающим звеном для них выступал Силка. Одна зависела от него, другая шла за ним как за лидером, но теперь Силка мертв, причем погиб он от выстрела Джинкс. Как будто бы это должно окончательно рассорить ее с Сивикой, разве нет? Я склонен был бы поверить, что последняя просто украла пистолет с какой-нибудь коварной целью. Подставить Джинкс, например, застрелив ее пушкой какого-нибудь химбарона. Однако через пару сцен мы увидим, что Сивика также получила апгрейд своей механической руки с узнаваемым дизайном и даже сохранила узоры. Поэтому мне ничего не остается, кроме как принять этот невероятный союз. К нему мы тоже дальше вернемся. Давайте быстро скажем, что в следующей сцене можно увидеть какого-то химтекового динозавра, возможно, за авторством Виктора, сражающегося с ударной группой Кейтлин. Мы видим всех героев из предыдущего тизера, кроме, собственно, Вай. И обратим внимание, что после смерти Силка в Зауне, по-видимому, как и в Пилтовере после взрыва в Совете, началась своя война за власть. Вот тут мы видим, как любитель потешных цилиндров Смич, кажется, угодил в ловушку поставщицы удовольствий Марго. И по делам, в общем-то. Ранее они оба были готовы пойти против Силка, пока тот не пришел на встречу с канистрой газа, а теперь вот открыто грызутся друг с другом. Однако, как бы мне не нравился огромный бюст Марго с горящими глазами, больше всего я хочу обратить внимание на фразу Кейтлин, которая звучит на фоне. Ее можно интерпретировать так, что в Зауне просто остались на удивление преданные агенты, которые готовы служить идее Силка даже после смерти. Это абсолютно нормальный сценарий, я его примерно так поначалу и считал.
Но что, если Силка жив, и именно поэтому у него по-прежнему есть преданные союзники? Ну, не радуйтесь там, жив фигурально, конечно. Я имею в виду, что если не все в Зауне знают о его смерти? Что если Джинкс сохранила его смерть в тайне, и именно это объединило ее с Сивикой? Что, если они вдвоем стали проводниками идеи Силка в попытке сохранить Заун плюс-минус единым? Мы ведь и раньше предполагали, что именно Сивика должна консолидировать в своих руках власть в Нижнем городе. Но пойти против химбаронов, безродной телохранительницы, просто на уровне идеи может быть трудновато. А вот прикрываясь фигурой Силка и якобы донося до подчиненных его приказы, Сивике будет гораздо проще выполнять эти функции. Да и для Джинкс, если отбросить старые конфликты, она вполне может стать той старшей сестрой, которой не стала Вай. Впрочем, возможно, вся ситуация здесь гораздо проще, и девушки просто вынуждены сотрудничать на фоне любви к Силка и грозящей Нижнему городу угрозы. Все-таки вражда враждой, а аннексианские войны на пороге — это реально проблема. Это рука Амбесы. Война идет своим чередом, ничего необычного. А это схватка с Мичо и Сивики, где мы и видим демонстрацию нового девайса последней. Подозреваю, что на наших глазах происходит усмирение взорвавшегося барона, но интереснее всего в этом кадре фигура на фоне. Та, что пониже, напоминает Паудер, та, что повыше, очень похожа на Джинкс. По этому моменту есть две теории. Первая простая. Возможно, это действительно Джинкс, и во втором сезоне мы увидим проявление ее доброты, по крайней мере по отношению к детишкам из Зауна. Все-таки как-то нужно оправдывать террористку в глазах зрителя. И забота о тех, в ком Джинкс будет видеть себя, довольно очевидный, но оттого не менее рабочий и убедительный путь. Вторая более сложная, но и более симпатичная для меня. Фанаты спорят, что девушка справа низковата и широковата в бедрах для того, чтобы быть Джинкс. Но все-таки очевидное сходство в деталях мы с вами не можем отрицать, верно? Так что, если это переодетая заунитка, фанатеющая по Джинкс и копирующая ее образ? Погодите звать меня сумасшедшим. Буквально через одну сцену в тизере мы увидим фреску с изображением синеволосой девочки буквально в роли пророка, Лисана Аль-Гаиба из Дюны, за которой будут стоять последователи с точно таким же цветом волос. Очевидно, что она, скорее всего даже вопреки своей воле, стала для местных символом города, как и завещал, в общем-то, Силка, кумиром для голодных и обездоленных. Так неужели в этом разрезе странно, если последние потянутся за своим кумиром и станут ему подражать? В сцене с гранатой мы уже видели синеволосого персонажа с обликом Паудер, а теперь тут видим сразу двоих последователей Джинкс. Возможно, у этого мува даже будет какой-то практический смысл. Знаете, сложно поймать и арестовать конкретную синеволосую девочку, если весь Заун носит синий цвет волос. Но это точно будет очень крутой и яркой акцией именно на уровне идеи, а Зауну эта идея, как мы знаем, очень нужна. Прямо перед фреской с Джинкс можно увидеть первое появление Виктора в новом облике. Разглядеть ничего не выйдет, но механическая клешня и плащ уже на месте. Эволюция началась. Эко тоже на месте, да, ура! Без негатива, но тут мне просто сказать нечего. Он жив и пафосно смотрит вдаль. Красивый взрыв на улочке Пилтовера интереса для разбора тоже не представляет. А вот фигура в плаще... это же должна быть Джинкс, верно? Если ее разыскивают, то примерно так она и должна выглядеть во время вылазки в Верхний город. А на фоне, пусть и под слоем блюра, мы можем разглядеть ее фирменную неоновую мартышку. Реплика Вай, которую мы слышим дальше, обязана разбить пару фанатских сердец. Ведь все мы помним, как в первом сезоне девушка наотрез отказывалась сдаваться и признавать, что сестру уже не вернуть. Здесь же мы видим вполне уверенную в себе Вай, вроде бы окончательно ставящую точку в этой истории. Паудер больше нет, осталась только незнакомая ей и враждебная Джинкс. Важно. Мы видим Вай здесь в полном обмундировании энфорсера, то есть ощутимо позже первой атаки Зауна с помощью химтековых бойцов и того самого дирижабля. Химмердингер снова нашел о чем поволноваться. Синяя вспышка характерна для Хекстека. Готов предположить, что Йордл здесь просто удивляется, что за время его отсутствия Джей спустился вообще во все тяжкие и стал собирать магическое оружие. А ведь когда-то Химмердингер предостерегал ученика и называл опасными даже хекс-инструменты. Варвик на месте. Дизайн мне нравится очень жутко, но никаких новых смысловых точек трейлер нам не дает. А все сюжетные мысли по итогам первого сезона про этого волка я уже рассказал, вы угадали, в предыдущем ролике. И, наконец, кульминация. Сцена сражения двух сестер при огневой поддержке Кейтлин. Текущая конфигурация трейлера дает нам довольно понятную картину. Пилтоверские девочки придумали план, в котором Вай отвлекает Джинкс, а Кейтлин совершает контрольный выстрел хекстековой пулей неизвестного назначения. Мне очень бы хотелось сказать, что это все монтаж. Кейтлин вообще взяли из другой сцены, не может она себе позволить стрелять в Джинкс, но дело в том, что за ее спиной мы видим узнаваемые колонны. Точно такие же стоят в зале, где наконец-то воплотится в жизнь кадр из опенинга первого сезона. Рисунки на них, сделанные понятно чьей рукой,
похоже, пересказывают недолгую, но такую трагичную жизнь нашей девочки. Есть тут и детство с Вай, и первая встреча на мосту с Вандером, и злополучная обезьянка, которая перевернула их жизнь, и демоны, что съедали ее в момент выстрела в Силка. Не думаю, что это вычурная психологическая атака на Вай. Скорее мы должны заключить, что Джинкс по-прежнему помнит и верит, по-прежнему переживает, но, кажется, уже не способна найти путь назад. И вид ее сестры в синей форме, конечно, должен напугать ее еще больше. Что мы и видим, в общем-то, в финальном кадре из тизера. А это, кстати, статуя Жанны, богини Зауна. Но я уверен, что это просто пасхалка, а не какой-то там важный смысловой тизер. Теперь до самого выхода сериала у нас с вами будет чисто фанатский спортивный интерес рассуждать, кто победит в рукопашном бою. Вай вообще вроде бы лучше должна справляться с этой задачкой, но Джинкс ведь тоже демонстрировала чудеса ловкости, а теперь еще и забафалась с Шиммером. Поэтому я, честно говоря, пожалуй, даже ставил бы на нее. Вот только честную схватку, как нам показывает тизер, в конце концов должен прервать хикстековый выстрел Кейтлин. Конечно, все обсуждают, что Riot может решиться убить Джинкс в этой драке, но с этим, мне кажется, мы с вами уже можем поспорить. Мы ведь знаем, что выстрел как минимум не закончит эпизод, ведь позже Кейтлин еще получит по своему красивому личику и потеряет берет, прежде чем предпринять еще одну попытку в кого-то выстрелить. Выходит, Хекс-пуля главную угрозу для Пилтовера устранить не смогла. Если все действительно обстоит так, то по итогам тизера мы можем базово накидать хронологию событий на первые эпизоды. После попадания ракеты в Совет, руководящий орган Пилтовера потеряет как минимум Кассандру Кераман и де-факто лишится власти. Ему на смену придет военное крыло, возглавляемое Амбесой и почему-то не показанным в трейлере Джейсом. Дизайн его новый, что ли, скрывают. Первые карательные действия Пилтовера вызовут закономерную реакцию в Зауне, и тот, несмотря на междоусобицу химбаронов, решит ответить собственными вылазками в Верхний город. В рамках этого обмена агрессией на первую роль в Зауне выйдет Джинкс. Она просто будет делать то, что и делала, и поневоле подарит согражданам надежду и веру, и станет буквально символом восстания, что так или иначе объединит ее с Севикой. Агрессия Зауна шокирует Вай, которая в конечном счете, переступая через себя, присоединится к Энфорсерам, скорее всего оправдывая это необходимостью и стремлением к всеобщему благу и миру. В рамках своих миротворческих действий Вай на пару с Кейтлин выйдут на след Джинкс и будут вынуждены сразиться с ней в битве насмерть. Однако на этом события сериала не закончатся. Миротворцы как минимум вернутся в Пилтовер и, судя по решительному лицу Кейтлин, продолжат борьбу, а Вай, кажется, и вовсе может стать их шерифом. Возможно, таким будет конец ее арки. Параллельно Виктор устроит свою кибернетическую революцию, которая, по-видимому, и станет ответом Зауна на ноксианский баф Пилтовера. А еще в сюжете будут Хеймердингер, Эко, Синджет и Джейс, о которых мы по итогам тизера практически ничего не знаем. Да и в оценке показанных событий, как я уже сказал, вполне можем ошибаться. Это магия монтажа. Более того, мне почему-то хочется верить, что Riot вообще вводит нас за нос и показывает кадры исключительно из первой половины сезона. И в таком случае схватка двух сестер не грандиозный финал, а промежуточный этап в этой истории. В освещении оригинальных 9 эпизодов Аркейна студии тоже избегали финальных сцен. Логично было бы повторить маневр, чтобы уж точно никто не дошел в уме до реальной концовки. Но мы с вами, конечно, будем стараться.